Всем привет! В этом видео мы спроектируем приложение на ASP.NET по принципам чистой архитектуры. Это видео максимально практическое. Наша цель — сделать бизнес-логику полностью независимой от баз данных и внешних фреймворков. Мы пошагово создадим 4 классических слоя: Domain, Application, Infrastructure и Presentation. Правильно свяжем их и внедрим паттерн StickURS. При этом стек будет максимально современным. Мы напишем endpoints, используя Minimal API, интегрируем Redis для кеширования и настроим сервис для фоновых задач. Если хотите на наглядном примере разобраться, как чистая архитектура применяется в современном .NET и научиться писать поддерживаемый код, вы по адресу. Открываем IDE и поехали. Перед нами абсолютно пустой solution. Давайте в нем создадим первую разбивку, необходимые папки для старта. Пусть это будет папка Core. Дальше пусть у нас идет Infrastructure. Пусть будет дальше Presentation. А также я создам дополнительную папку для тестов. Еще наша вспомогательная папка, которая называется Solution Items. Мы туда поместим файл Docker Compose, ну и вот такие подобные вещи. Теперь мы можем переходить к самой структуре проекта. В папке Core у нас будет располагаться ядро нашего проекта. Это наш главный слой Domain и последующий очень важный слой, который идет после него, слой Application. Создадим для этих слоев проекты. Это будут обычные класс Library. Уберем все лишнее, что появляется во время создания. Итак, в папке Infrastructure мы создадим проект Persistence. Берем здесь все лишнее. Создадим, давайте, папочку Clients. И несколько дополнительных сервисов. Пусть это будет кэш-сервис. И пусть будет, ну не знаю, давайте назовем Job-сервис. Тоже удалим все лишнее. Дальше в папочке Presentation мы создадим еще один проект. Это уже будет веб-приложение, веб-API. API название. Тут ничего необычного. Давайте здесь почистим тоже все лишнее, то, что нам не важно. Мы тоже уберем, пока все уберем. Поставим его вот таким абсолютно пустым. И создадим еще один проект, который будет называться Contracts. Это будет опять класс Library. Уберем здесь тоже этот класс. Итак, Solution Items и тест мы оставим пока пустыми. Папочка Core содержит наше главное ядро приложения, то есть это слой Domain и следующий слой Application. Проект Domain будет содержать в себе entity, интерфейсы по работе с репозиториями, исключение доменного типа. В принципе, все, то есть это основное. Следующий слой — это слой Application. Он будет в себе содержать use cases, которые будут работать, следуя паттерну CQRS, то есть это будут отдельно команды, отдельно запросы, некоторые другие реализации. То есть главная его суть — это наша реализация бизнес-логики. И следующий слой — это Infrastructure. Он уже будет состоять из нескольких проектов. Главный его проект — это Persistence, который уже отвечает за связь с базой данных. Мы подробно дальше все напишем, весь код подключаем к базе данных. Также он может в себе содержать разные другие сервисы, вынесенные в отдельные проекты. Например, как у нас будет кэш-сервис, он будет написан на Redis, у нас будет job-сервис, который будет отвечать за фоновые задачи. И следующий наш слой — это Presentation. Он также может состоять из нескольких проектов. Одно API для одних задач, другое API для каких-то узкоспециализированных, например, там, для мобильных приложений каких-то специальных. И проект Contracts. Это некие контракты, необходимые для реализации API endpoint. Контракты могут быть общие на несколько проектов в папочке Presentation. Приступим к реализации проекта Domain, нашего самого основного слоя, который не зависит ни от кого, он не реализует никаких фреймворков.
То есть это независимая область нашего приложения. Создадим здесь папочку Entities, создадим также Abstractions. Пусть здесь будет для примера enums. И создадим здесь еще, давайте, exceptions. Это будут исключения доменной зоны, которые так или иначе связаны с нашими entities. Некоторые разработчики помещают эксепшены в application слой, кто-то оставляет их в доменном уровне. То есть это очень такое вечно обсуждаемое решение. В принципе-то ничего нет плохого сразу поместить эксепшены в доменную зону, особенно если они так или иначе связаны с нашими entities. Что касается abstractions, здесь также будут интерфейсы для нашего репозитория. Это тоже вечно обсуждаемое решение, где поместить интерфейсы в слой application или оставить их в domain. Опять же, если они так или иначе связаны с нашей доменной зоной, то я не считаю, что это плохое решение, и кажется, что вполне себе адекватное место. Итак, давайте приступим к написанию entities. Давайте создадим здесь для начала банально категории и listings. У нас будут объявления и категории для этих объявлений. Также нам понадобится какая-то общая папочка, пусть будет common. И в папочке common давайте поместим base entity. То есть это некое наше основное entity, от которого будут наследоваться другие entity. Это будет абстрактный класс. Пускай здесь будет ID. Сразу здесь его будем присваивать. 7-я версия нам гарантирует в первую очередь абсолютную уникальность значений. То есть у облачного GUI бывают очень редкие совпадения, проблемы с перформанс, но здесь вроде как по заявлениям разработчиков должно быть все практически идеально. Да, и пусть у нас это будет private init, то есть чтобы никто его больше не смог и изменить. И давайте здесь еще добавим 2 поля, отвечающих за время создания и обновления нашей записи. Создадим entity. Первое будет category. Мы будем наследоваться от нашего base entity. Итак, создадим наши базовые поля. Пустой конструктор служит для работы с Entity Framework. Если мы его не сделаем, у нас могут возникнуть проблемы. То есть это просто такой паттерн, такой подход. Давайте здесь создадим основной также конструктор, который мы будем использовать во время создания категории. Будет дефолтное значение, чтобы мы наглядно это видели. Также у нас здесь будут дальше прописаны связи для Entity Framework. Пока ставим здесь заглушку. Теперь давайте создадим наш Entity для листинга. Унаследуем его от Base Entity и оставим пока пустым. Создадим enum, назовем его статус. И здесь просто для примера пусть будет Open и Closed. Теперь мы можем перейти к нашему листингу. Давайте создадим необходимые поля. Первое поле Title. Пусть здесь будет set, это будет правильнее для Entity Framework. Создадим description, создадим цену, у нас будет статус, создадим дату закрытия. Идея моя такова, что у листинга будет возможность его закрыть, то есть изменить статус на закрыт и дату этого закрытия сохранить. На этом примере я в будущем продемонстрирую, как работают фоновые задачи. То есть сервис для фоновых задач будет закрывать листинги при определенных условиях. Также оставим здесь заглушку для связей. Давайте сразу создадим пустой конструктор, который нам необходим для правильной работы Entity Framework. Он будет приватным. Также мы заинициализируем, то есть уведомим компилятор, что все окей здесь и здесь. Теперь давайте создадим основной конструктор. Он уже будет публичным. Статус давайте мы тоже уберем, мы его не передаем. При инициализации мы будем сразу статус присваивать. И нам еще нужно здесь передать ID категории будет. Мы его здесь примем во время создания. А вот в связях мы как раз уже пропишем, что касается категорий. То есть у нас здесь будет сама категория, наша категория ID, это будет get, мы можем его получить, и private set. Только для того, чтобы мы могли его присваивать только через наш конструктор во время создания экземпляра этого класса. И для Entity Framework создадим здесь саму категорию, category, и также мы сделаем private set. Здесь уведомим, как бы, что мы понимаем, что делаем.
Также давайте создадим метод закрытия, который мы будем вызывать позже с помощью нашего фонового сервиса. Для примера. Он у нас не будет ничего возвращать. Пусть у нас здесь статус будет закрыт и дата вот такая. И давайте сделаем еще проверку, чтобы он уже не был закрыт на всякий случай. Подчеркивает паблик, вроде как можно сделать это приватным, но я предполагаю в будущем его использовать, вероятно, отдавать пользователям, поэтому нам пригодится. Давайте теперь перейдем к абстракциям, создадим папочку репозиторий, наш первый интерфейс iCategory репозиторий, и создадим еще один репозиторий, который у нас будет отвечать за репозиторий листинга. Да, только это интерфейс. Окей, все правильно. И создадим также некий специальный интерфейс, который будет называться iUnit of Work, то есть это некий такой паттерн. Необходимость этого метода мы увидим в будущем, когда будем писать слой application, и в наших командах или запросах мы будем использовать только этот интерфейс, никоим образом не будем касаться наших базы данных, репозиториев. Это будет служить, то есть для отправки значений в нашу базу данных. И давайте уж, если мы поместили папочку exception в доменную область, создадим для примера какие-то исключения и поймем, зачем они нужны именно здесь. Давайте создадим папочку common и создадим здесь наше первое исключение. Пусть это будет абстрактный класс. Мы сможем только от него наследоваться. Он будет у нас наследоваться от базового исключения exception. Передадим сообщение, которое мы примем. Создадим исключение, которое нам понадобится наверняка. Пусть это будет not found exception. Это будет абстрактное исключение, которое будет принимать сообщение, и оно будет наследоваться от базового исключения. В дальнейшем также в нашем ASP.NET приложении, в презентационном слое, мы напишем специальный класс, специальные методы, которые будут отвечать за глобальную обработку исключений и возвращать какую-то понятную для пользователя ошибку. Наш пользователь будет видеть исключительно красивые и понятные ему ошибки. Теперь давайте создадим уже реальную ошибку, которую мы будем использовать в нашем доменном слое. Это будет некая ошибка, которая будет отвечать, что листинг уже закрыт. От нее уже нельзя будет никому наследоваться. Давайте она будет принимать листинг ID, будет наследоваться от conflict exception, передаст туда некое сообщение. Давайте сделаем только иначе. Сделаем это более современно. Теперь мы сразу же используем нашу ошибку вот здесь в листинге. Передадим сюда ID. Вот так. Самая базовая реализация нашего доменного слоя закончена. Дальше, когда мы будем делать следующие слои, мы будем постепенно расширять этот слой, что-то сюда добавлять. Например, наверняка мы добавим сюда несколько эксепшенов, может быть, добавим ивенты. Давайте разве что напишем интерфейсы для наших репозиториев, какие-то базовые методы. Я закрою все файлики. И давайте начнем с простого. Пусть это будет category repository. Пусть у нас будет, да, метод getById. Мы можем вернуть category либо null, принимает ID. Также нам нужен cancellation token. Наверняка нам понадобятся все категории. Пусть это будет не просто лист, а что-то более оптимизированное. iRead-only list мы сделаем. Вернет у нас он список категорий. Наверняка мы еще захотим в будущем проверить, существует такая категория или нет. Ну и создать тоже пригодится. И давайте проверим, существует ли она. Также напишем базовые методы для репозитория для листинга. Ну, наверняка это будет create 100%. И давайте здесь еще реализуем пагинацию. Это будет очень наглядно и классно увидеть в нашем приложении нечто подобное. Пока пусть будет здесь task, пусть это будет get all, но не просто, а давайте как чуть-чуть интереснее, пусть это будет get all by category ID. Но так как мы хотим сделать пагинацию, давайте мы еще здесь примем номер страницы, и пусть это будет размер. То есть первое, что мы вернем, это будет список листингов, у которых будет категория, по которой мы ищем. Тоже пусть это будет iRead-only list с листингами и количество, которое нам пригодится для какого-то адекватного ответа пользователю.
Также я обратил внимание, что мы забыли добавить список листингов для категорий. Нам это пригодится дальше для работы с Entity Framework, поэтому давайте сейчас это дополним. На этом, мне кажется, мы можем остановиться и перейти к следующему условию.